Приветствую вас на канале Раиса Горяченко, дача, сад, огород, цветы. По вашим заявкам заранее делаю этот агрогороскоп с 8 по 11 июля 2021 года. Это время новолуния, дней черной луны, и это все будет происходить в знаке Рак. Это стихия воды. Время, как всегда, московское. Очень легко определить свой регион. Для этого есть интернет. Ну что ж, давайте рассмотрим вот этот период. Смотрите, у меня сегодня 4 колонки, и они отличаются по цвету. И это неспроста. Начинается время Луны в Раке 8 июля с 16 часов 52 минут. Ну и до конца суток 9 здесь будет находиться все 24 часа Луна, а также Луна будет в Раке находиться 10 июля. И 11 с 0 часов и до 3 часов 21 минуты. Затем перейдет в знак Лев. Но это часть 11 июля. Поэтому мы о нем обязательно должны об этом времени говорить. И обязательно мы рассмотрим все наши дела, которые можно будет в огороде, на грядке, на кухне проводить. Итак, это время Гекаты. И Геката начнется с 4 часов 17 минут 8 июля. И это время будет продолжаться 9, 10 само новолуние и 11 тоже черная луна. Это Геката. Новолуние в 4 часа 17 минут 10 июля плюс-минус всегда 48 часов для подготовки рождения новой луны и затем выхода из этого состояния и начала новой жизни для растений, для земли, а также для людей. Зная вот эти ритмы, мы можем подстроиться под них, в это время отдыхать, в это время просто минимум энергии поступает из космоса, а в новолуние вообще ноль. Поэтому упадок сил, усталость, это все как раз хорошо совпадает с тем, что мы должны отдыхать. Ну и в эти дни мы очень мало можем сделать на наших грядках. Давайте рассмотрим по разделам. Итак, в эти дни мы по посевам ничего не делаем, не сеем, ничего не высаживаем. Рассаду не высаживаем, тоже вот смотрите, 8, 9, 10 и 11 везде слова написано «нет». Можете посеять, посмотреть, как я это делала несколько лет и наблюдала за этими растениями. Еле-еле что-то всходит, но никакой жизни потом нету, если вот во время черной луны посеять или что-то посадить. Если хотите, испытайте. Ну вот дальше идем, снова же красненьким написано, заходим в сад. Что мы можем в саду сделать? Нельзя заходить даже с секатором, потому что нельзя обрезать растения. Вот смотрите, 8, 9 и 10. Но 11 это же время уже Льва, растущая луна. И можно, хотя это Геката, можно будет уже обрезать и прищипку делать, и обрезку сделать санитарную. Ну и далее по сбору урожая. Сейчас мы рассмотрим более подробно вот эти дни. 8 в дни стихии воды, а Рак именно относится к дню стихии воды, нельзя собирать ягоды для заготовок, естественно, и заготавливать. Почему? Потому что в это время наибольшее количество воды находится в плодах, в ягодах, листиках, во всех частях растения. Поэтому заготавливать в эти дни лучше просто собрать и покушать самому, или же угостить родных, близких, друзей. Но в это время нельзя консервировать, сушить, замораживать. Сколько я это не делала, всегда получается или взрывают, цвет меняют. Большое количество воды приводит к быстрой порче продукции. Поэтому в это время не собираем ягоды для заготовок, только для потребления в свежем виде. И это мы делаем, смотрите, 8, 9, 10, а 11, пожалуйста, во Льве уже энергии полностью работают. Можно собирать ягоды и заготовки делать любые. Это дни стихии огня.
Далее в саду зеленые операции. Нельзя в эти дни проводить зеленые операции, обрезать любые части растений, иначе происходит заражение спорами грибковых заболеваний. При любой погоде они все время находятся в воздухе, а в это время, когда обрезаете, влажность повышенная и стоками воды, естественно, споры грибковых заболеваний, вирусы, все это направляется к корням и разносится по всему растению. Поэтому зеленые операции 8, 9 и 10 не проводим. Перенесите эту работу вот на 11. 11 июля, пожалуйста, можете уже провести зеленые операции. И это, кстати, уже во Льве будет последние такое важные дни, когда можно в саду проводить зеленые операции. Далее растущая луна, и будут такие дни, когда уже нужно воздержаться от этих обрезок. Так что постарайтесь вот заранее. Почему я даю заранее? Потому что можно подготовиться. Итак, далее идем. Что же мы можем сделать с обработками против вредителей болезней, которые сейчас, ой, что они только вытворяют, и как они быстро плодятся, и нужно постоянно с ними разбираться. Ну вот, в дни стихии воды очень нежные листики, поэтому в это время лучше работать с биопрепаратами. И даже в открытом воздухе, при открытом небе, открытом грунте. Почему? Потому что очень жарко. Сейчас устанавливается очень жаркая погода снова возвращается жара. И если температура воздуха ниже 30, то работаем и настои трав, можно даже где-то и поработать с настоями древесной золы, соды, но лучше биопрепараты и настои трав. И далее тоже 11, это знак стихии огня, лучше всего проводить работы биопрепаратами. Настои трав – это самое хорошее дело. Больше плюс 30 градусов – все ваши химические препараты, любые, то ли фунгициды, то ли инсектициды, распадаются очень быстро формулы в короткий период, и они не воздействуют на вредителей, зато очень хорошо воздействуют потом на землю, на нас, на тех, кто будет потреблять вот эти продукты питания и приводить, естественно, затем к заболеваниям. Так что лучше берите все-таки такое направление, биопрепараты, и вы уже, я смотрю, многие этим занимаетесь, биопрепараты, настои трав. Это спасение наше для экологии и экологии нашего здоровья, экологии Земли и пространства. Рассмотрели этот вопрос. Далее очень важный вопрос, вот где нету красного. Вот эти дни 8, 9, 10, поливы и подкормки. Эффективные поливы в дни стихии воды. Ну, а подкормочки, пожалуйста, половину дозы. Это новолуние. Здесь растение еще как бы просыпается, оно спало. Ну вот ноль энергии из космоса, вот как у человека тоже в этом состоянии, спящем, так полуспящем состоянии, не перекармливайте свои растения. Тем более, что если очень жарко, эти подкормочки по листу лучше делайте и только поздним вечером. А уже 11, к сожалению, поливы бесполезны, а если мы не поливаем, то подкормки являются опасными, сгорают листья, поэтому все поливы и подкормочки я всегда делаю именно вместе, поливаю, а затем подкармливаю. Дальше слово «нельзя» снова звучит. Заготовки на зиму нельзя, потому что собирать нельзя и, естественно, перерабатывать нет смысла. Цвет теряет, портится, запах неприятный. Это уже проверено многократно. И это 8, 9, 10. А вот 11, пожалуйста, во Льве делайте заготовки на зиму. И консервация, и заморозка, и сушка. Все это замечательно, хорошо получится цвет. Цвет красивый, вкус замечательный. Далее.
Зеленые операции. Нельзя проводить зеленые операции на овощных, цветочных растениях. Мы уже говорили о саде. Нельзя на растениях вообще подходить с ножницами. Будьте внимательны, не занесите инфекцию или вирус в растения. Они сейчас летают везде и всюду. Но можно уже будет зеленые операции проводить 11-го. Они будут эффективны, но эти зеленые операции только на овощных и цветочных растениях. Идем дальше. Комнатные цветы. Наши цветоводы ждете, я знаю, эту рубрику обязательно, эту строку. Да, поливайте, наконец-то, ваши растения. Давайте полностью всю норму воды. Но подкормочки везде правила одинаковые. Не увлекайтесь наполовину жара. И обрабатывайте биопрепаратами и настоями трав. Вот это такие вот советы по комнатным цветам. Что можно делать всегда? Что я делаю? Сорняки растут очень быстро, поэтому прополка сорняков, рыхление почвы, просапка – это очень хорошо всегда, в любой день, потому что дожидаться какого-то дня, когда растут сорняки по 15 сантиметров в сутки, нет смысла. Тогда мы просто-напросто зарастем этим лесом зеленых трав, различных сорных трав. Ну что ж, Раиса Горяченко, Александр Волик сегодня подготовили для вас видео. Мы желаем вам удачи, хорошей погоды, хорошо войти в вот этот ритм, завершить лунный месяц и хорошо начать новый месяц с новой энергией, с удачей, со здоровья и хорошей погоды вам всем. До новых встреч в новых видео.